Сын мой, дочь моя, прежде чем двигаться вперед, слушайте внимательно, сердце что-нибудь божественное, священное и абсолютно непредвиденное вот-вот коснется вашего места назначения. Твои боги, сейчас обращаюсь непосредственно к твоему духу, потому что есть благословение, которое приближается к вам со скоростью, которую ваш человеческий разум пока не может постичь. Существует чудо, двигаясь к тебе, бесшумный, как ветер, сильный, как огонь, и нагруженный избыток наследства, обещайте трансформации, если вы действительно хотите понять, почему ваш путь был таким узким, почему ваша ночь была такой длинной, и почему ваша душа чувствует, что должно произойти нечто святое. Тогда вам нужно остаться со мной до самой последней секунды этого сообщения. Потому что то, что здесь откроется, необычно. Это не человеческое. Это секрет, это завет, это духовный договор, который длился веками, приносит открывающееся в невидимое. Есть ключ, многие просили об этом, но мало кто был достаточно зрелым, чтобы удержаться. И я говорю, если вы уйдете сейчас, вы потеряете код. Вы потеряете движение. Вы потеряете рожай, который уже начал прорастать в тайных глубинах вашего духа. Только те, кто выдержит до конца, поймут весь замысел того, что я высвобождаю в вашу жизнь. Чувствуешь, правда? Это легкое прикосновение к груди, это чувство, будто что-то с небес врывается в твою историю. Это беспокойство, не тревога. Это пламя, которое разгорается вновь, не совпадение. Оно мое, точка духа, это мое присутствие, это подтверждение того, что есть плоский настал переломный момент, зовущий тебя по имени. Я наблюдал за твоим путем, за твоей усталостью, за твоим безмольным отчаянием, за тяжестью, которую ты несешь, которую, кажется, никто вокруг не замечает. Я видел момент, когда ты оглядываешься и спрашиваешь себя, вера этого все еще достаточно, чтобы поддерживать то, что от тебя осталось. Я видел скрытые слезы, мольбы, произнесенные в темноте, и горечь того, кто думает, что его забыли. Но тебя не забыли. Никогда. Ты есть точка выбранной. Ты судно, ваза хранилась, формовалась, готовилась к богатству, которое не только материально, но и эмоционально, духовно и вечно. Однако прежде чем избыток переполнения, есть деталь, ключевой момент, откровение, скрытый, инструкция, которая определяет, будете ли вы только слушать это сообщение, или же вы действительно пройдете через приносит, который я вам открываю. И эта точка откроется лишь позже, потому что она должна найти вас в тот самый момент, когда ваш дух настроен, внимателен и пробужден. Поэтому я прошу вас, и прошу не напрасно, оставайтесь. Не позволяйте ничему отвлекать вас. Не позволяйте ничему отвлечь вас от того, что я приготовил в тишине, в тайне, в сверхъестественном. Время уходит, и каждая минута сужает ваш путь к наследству от вашего чуда. От твоего благословения грядущее – это не мелочь, это не обыденность, это не символ. Это конкретно, это реально, это богатство входит в твою жизнь настолько точно, что ты запомнишь этот момент и будешь знать, что я тебя предупреждал, я возвещал об этом, и я тебя подготовил. Но прежде чем я открою причину всего этого, прежде чем я представлю вам последний фрагмент пазла, вам нужно услышать, что будет дальше. И знайте, если эта первая часть вас уже тронула, то, что последует дальше, тронет еще сильнее, мощный, глубже и больше трансформатор. Оставайтесь до конца. Ничто из того, что вы испытали до сих пор, не сравнится с тем, что я собираюсь вам показать. Сын мой, дочь моя, теперь, когда ты прошел со мной так далеко, мне нужно провести тебя по пути, который может быть болезненным, но необходимым. Чтобы ты понял всю важность благословения, до богатства, до избытки от наследства, что грядет, сначала вам нужно честно взглянуть в лицо темному месту, где вы побывали. Потому что не чудо полностью, без каких-либо воспоминаний о пустыне. Нет ничего, урожай, никаких воспоминаний о засухе. Нет их, приносит, откройся, не осознавая тюрьмы, которая когда-то тебя окружала.
Вы слишком хорошо знаете это место. Вы знаете тяжесть счетов, которые не складываются, зарплату, которой не хватает на все, молчаливое унижение от необходимости выбирать, что купить, что отложить, что скрыть от семьи, чтобы никого не беспокоить. Вам знакомо это чувство, когда смотришь на жизнь и чувствуешь, что все, что у тебя есть, ничтожно, недостаточно, скудно, как будто обещания всегда опаздывают, всегда далеки, всегда ускользают в последнюю минуту. Каждый раз, когда ты пытался организовать свои финансы, что-то случалось. Неожиданная проблема, срочные расходы, болезнь, непредвиденное событие, дверь, которая казалась подходящей, но внезапно захлопнулась перед тобой. Это не было совпадением. Это была духовная война. Это было сопротивление. Это была прямая атака на его цель, на его местоназначение к вашему завет со мной. Враг пытался измотать тебя, истощить, убедить тебя, что ты не рожден для процветания, что ты недостоин богатства, что вы не можете жить избыта, который я нарисовал для тебя в тайне. Он пытался исказить твое видение, постепенно стирая твою личность и заставляя тебя поверить, что твоя история слишком мала, чтобы нести трансформацию такой большой. Он пытался заставить тебя почувствовать себя ошибкой, обузой, случайностью, кем-то, кто не вписывается в мои планы, но все это было ложью. И я знаю, что за последние несколько месяцев, а может быть и лет, вы пережили моменты, которые заставили вас потерять веру в себя, моменты, когда отчаяние говорило громче надежды. Моменты, когда страх становился повседневным спутником. Моменты, когда душа, казалось, увядала, а внутренний голос говорил: «Я больше не могу». Я слышал. Я видел. Я был рядом, даже когда ты думал, что один. Я замечал, как ты сдерживал слезы, чтобы никого не расстроить. Я видел, как ты ложился и думал, изменится ли это когда-нибудь. Подобные страдания не только финансовые. Они эмоциональные. Они духовные. Они создают дыру в груди, пустоту, которая, кажется, высасывает все: радость, силы, надежду. И эта пустота заставляет вас верить, что вы этого не заслуживаете. Благословения, который приносить никогда не откроется тебе, что ключ никогда не приходит, что секрет всегда ускользает, что чудо-речь всегда идет о другом человеке. Ты научился довольствоваться малым, принимать несчастье как естественную часть жизни, словно бедность – это твоя личность, твой знак, твой приговор. Сынок, дочь – это самая древняя ложь. Самая жестокая. Самая разрушительная. Потому что ты не была рождена, чтобы жить, раздавленная нуждой. Ты не была рождена, чтобы выживать. Ты была рождена, чтобы процветать. Ты была рождена, чтобы расширяться. Ты была рождена, чтобы пожинать плоды. Ты была рождена, чтобы существовать, судно от Мойга избыток живый свидетель Мойга может. Наследник Мойга обещать, но прежде чем я смог полностью высказать все это, тебе нужно было понять разницу. Свет сияет только для тех, кто познал тьму. Благополучие находит отклик только в душе тех, кто испытал тяжесть несчастья. И я говорю вам, ни одно из перенесенных вами страданий не было напрасным. Каждая слеза была семенем. Каждая боль была подготовкой. Каждая потеря была очищением. И даже если вы думаете, что у вас больше нет сил, что вы истощены, что вы уже отдали все, что могли, я говорю вам, ваша вера, она не умерла. Она лишь покрыта слоями усталости. И я здесь, чтобы возродить ее, восстановить, укрепить. Но прежде чем продолжить, прежде чем погрузиться в тайну, которую нужно раскрыть в следующей части, тайну, которая поставит под сомнение ваши убеждения о себе и обо мне, я прошу вас о чем-то простом, но глубоко духовном. Нажмите кнопку «Мне нравится» под этим видео прямо сейчас. Не ради меня, а как пророческий акт. Как знак того,
что вы сообщаете духовному миру, что вы принимаете это слово, что вы согласны с этим движением, что вы его принимаете как благословение, который позиционирует себя перед приносит, который протягивает руку-ключ, который утверждает, что иго-наследство и иго-трансформация. Этот жест кажется маленьким в человеческих глазах, но огромен в невидимой реальности. Он отмечает момент, когда вы перестаете быть зрителем собственной жизни и становитесь активным участником того, что я собираюсь сделать. Это движение вера, молчаливое заявление, которое говорит «я верю». А теперь сделайте глубокий вдох. Потому что то, что я вам сейчас покажу, вас удивит. Это взбудоражит ваш дух. Это прольет свет на то, что вы пытались скрыть. Это бросит вызов лжи, которую вы носили в себе годами. Это подготовит вас к принятию того, что уже движется к вам того, чего многие желают, но мало кто готов к этому. Твои страдания имеют срок годности, и он подходит к концу. Твоя бедность – это не твоя личность, и я собираюсь это доказать. Твоя боль – это не твой приговор, и я собираюсь перевернуть страницы твоей истории. Но сначала вам нужно понять, что на самом деле сдерживало вас до сих пор. И об этом я расскажу только в следующей части. Потому что есть секрет откровения божественный, который изменит все. Оставайся сильным. То, что грядет, будет сильнее всего, что когда-либо причиняло тебе боль. Мой сын, моя дочь, теперь, когда ты столкнулся с правдой своей боли, мне нужно провести тебя еще глубже. Потому что только те, кто спускается в самые темные уголки души, способны увидеть ценность света, который я посылаю. И прежде чем я открою тебе секрет, если вы готовы воспринять это послание, ту же тайну, которая охватывала поколения и изменяла судьбы мужчин и женщин в Священном Писании, вам необходимо ответить внутри себя на вопросы, которых многие избегают, но от которых вы больше не можете убежать. Чувствуете, что ваша финансовая жизнь зашла в тупик? Работаете и трудитесь, стараетесь, но так и не видите результатов, чудо завершен? Сколько ночей вы ложились спать с ощущением, что бедность следует за вами, как тень? Сколько раз вы думали, что не рождены для жизни, избыток, богатства, наследства, и что ваша судьба – всегда бороться за достижение самого необходимого? Сколько раз вы смотрели на других, преуспевающих вокруг вас, и молча задавались вопросом, почему этого не происходит со мной? Почему у меня этого нет, благословения которые, кажется, так легко даются многим? Скажите себе правду, сколько раз вы считали, что проблема в вас? Сколько раз вы ассоциировали свою личность с нуждой, неудачами и отставанием? Сколько раз вы думали, что Бог вас не видит, что Бог вас не слышит, что Бог слишком занят, чтобы смотреть на ваши страдания? Сколько раз вы ходили, не зная, есть ли у меня на самом деле плоские вы, или просто бесцельно дрейфовали? И когда несчастье усиливалось, когда появлялась болезнь, когда закрывалась дверь, когда исчезали деньги, вы спрашивали себя, Бог ли меня наказывает? Я что-то сделал не так? Моя судьба – трагедия. Вера, разве этого недостаточно? Разве моя молитва не услышана? Эти вопросы разрывали тебя изнутри. Они ранили твою личность. Они подрывали твою уверенность в себе. Они создавали трещины в твоем сердце, только сердце, трещины, которые я пришел сегодня заделать. Но сначала нужно смело взглянуть им в лицо. Нужно признать, ты чувствовал себя забытым. Ты чувствовал себя ничтожным. Ты чувствовал себя недостойным. И я спрашиваю вас более серьезно. Вы когда-нибудь испытывали страх перед будущим? Страх проснуться и увидеть, что ничего не изменилось. Страх взглянуть на свой банковский счет и почувствовать волну холодного отчаяния, пробегающую по вашему телу. Страх состариться, не увидев наследство, не видя урожай, не увидев ничего из того, что обещал.
страх не обеспечить семью, страх разочаровать любимых, страх признать, что внутри тебя огромная пустота, несмотря на все попытки скрыть ее. Теперь послушайте, этот страх не означает отсутствие веры, это означает истощение. И я собираюсь показать вам, что даже те, кого я выбрал, прошли через это. Я хочу напомнить вам одну историю. Историю, которая изменила судьбы, переписала жизни, подняла дух обездоленных и превратила обреченных на голод в князей. Я хочу напомнить вам о моменте, когда пророк Илия встретил вдову, которая была при смерти. У нее была лишь горсть муки и немного масла. И богатство его не существовало. И его надежда умерла. И его сердце он был измотан. Несчастье поглотило его личность, и он считал, что у него ничего не осталось к месту назначения, что его жизнь уже обратилась в прах. А теперь ответьте, сколько раз вы чувствовали себя так же, как она? Сколько раз вы смотрели на то немногое, что у вас было, и говорили: этого мало. Это бесполезно. Это ничего не меняет. Сколько раз вы думали о том, чтобы сдаться, потому что дефицит казался больше, чем обещание? Но в тот момент я послал к ней Элайджу, чтобы доказать одну вещь: когда я решу выпустить благословение, один избыток, а один чудо-ничто не может остановить это. Илья сказал: не бойся. И это тот же приказ, который я даю тебе сейчас. Не бойся. Потому что, пока она считала, что ее будущее обречено, я уже выпустил слово, которое умножит все, к чему она прикоснется. А теперь подумайте, сколько раз вы отвергали небольшие возможности, небольшие начинания, небольшие семена, считая их бесполезными. Сколько раз вы закрывали перед ними дверь, приносителя вашего собственного чуда, почему вы смотрели только на размер того, что имели, а не на размер Бога, который поддерживает вас? И я спрашиваю вас, если я сделал муку вдовы неиссякаемым источником, почему я не сделаю того же с вашими финансами? Если я обратил ее несчастье в свидетельство, почему я позволил вам оставаться там, где вы находитесь? Если я умножил ее масло, почему я не умножу дело рук ваших? А теперь будьте честны с собой. Чувствуете ли вы, что живете в страхе снова поверить? Боитесь разочароваться? Боитесь обрести надежду? Боитесь открыться, сердце и не видеть результатов? Потому что я говорю вам, человека губит не бедность, а страх поверить, что ее можно избежать. А теперь дыши. Потому что мне нужно задать тебе еще более глубокие вопросы. Вопросы, которых многие избегают, но которые определяют твое будущее, точка места назначения духовной. Кто убедил тебя, что ты рожден для жизни в бедности? Кто научил тебя связывать духовность с бедностью? Кто внушил тебе ложь, что богатство – это грех, когда я сам обещал наследство, урожай, избыток, умножения? Кто научил вас бояться процветания, когда я обещал дать вам способность к воспроизводству? Богатство, кто исказил твое представление обо мне до такой степени, что ты считаешь, будто я получаю удовольствие от твоих страданий? Теперь я задам вам еще один вопрос. Неужели вы действительно верите, что Бог, создавший золото, серебро, землю, вселенную, время и судьбу, хотел бы, чтобы его дети жили в тисках страданий? Я обращаюсь к вам, потому что сейчас тот момент, когда ваше видение должно измениться. Это тот момент, когда ваш разум должен быть сломлен и перестроен. Это этап, когда ваша личность должна быть восстановлена. Это фаза, когда вам нужно взглянуть на себя и признать, вас обманывали годами. Но я здесь, чтобы развеять обман. Я здесь, чтобы восстановить правду. А теперь слушайте, в следующей части я покажу вам, как именно применить чудо вдовы к вашей жизни. Я открою вам ключевой момент, духовный ключ,
божественную стратегию, секрет о котором мало кто знает и которого многие терпеть не могут. Не двигайтесь вперед из любопытства. Двигайтесь вперед, потому что вы меняетесь. Двигайтесь вперед, потому что дальше приносит это ключ, это начало твоей новой главы. Двигайся вперед, потому что я с тобой. Я всегда был. И всегда буду. Приготовьтесь. Дальнейшее потребует смелости. Мой сын, моя дочь, вот мы и достигли самой деликатной точки. До этого момента я показывал тебе боль, сталкивал тебя с правдой, которую ты избегаешь, вел тебя к встрече со страхом, твоей тоской, твоими разрушенными убеждениями. Но теперь мне нужно дать тебе то, что мало кому достает духовной зрелости, знание, которое отделяет застой от преображения, бедность от процветания, раба от наследника, пустоту от полноты. Потому что до этого благословение, а богатство, а избыток, а наследство и к трансформации заходите, есть моральная дилемма, с которой вам нужно столкнуться, и есть ключ, один секрет, скрытое откровение, доступ к которому можно получить только тогда, когда эта дилемма решена внутри вас. Во-первых, мне нужно, чтобы вы повнимательнее взглянули на чудо вдовы. Когда Илья пришел в этот бедный дом, он обнаружил не только нужду, но и дилемму. У женщины было ровно столько, чтобы приготовить себе последний ужин, а потом они с сыном умрут. Когда Илья попросил ее отдать ему немного этого, она столкнулась с самым трудным выбором в своей жизни. Вопрос стоял не просто «дать или не дать». Вопрос стоял так: довериться или выжить. И теперь я спрашиваю вас, видите ли вы сходство с вашей жизнью? Потому что это та же дилемма, которая мешала вашему развитию. Вы выжили, когда я призвал вас доверять. Вы цеплялись за крохи, боясь потерять все, когда я призвал вас получить весь хлеб. Вы оберегали малое, боясь никогда не увидеть многого, когда я призвал вас жить, только избыток ты пряталась от жизни, боясь, что боль вернется. Но, сынок, дочь моя, я призвал тебя не для того, чтобы ты выжил. Я призвал тебя для места назначения, я позвал тебе завет, для завета, чтобы жить как наследник, а не как нищий. Теперь мне нужно сделать открытие, о котором мало кто знает. Бедность начинается не в вашем кармане. Она начинается в вашем духе. Она начинается в ваших мыслях. Она начинается со страха. Она начинается с убеждения, что вы всегда на дне, что все остальные получают, кроме вас, что все двери открыты, но не ваша. Существует духовный путь, в котором тебе годами отказывали, не потому, что я этого хотел, а потому, что ты считал, что недостоин его пройти, как ключ, скрытый ключ в твоей истории, погребенный под стыдом, болью, прошлым, травмами и речами, которые ты слышал от людей, которые никогда не понимали предназначения, которое я вложил в тебя. И теперь я открываю вам, вы сможете войти только на уровень богатства, из чуда, и с благословениями, и с трансформацией, которые я приготовил для тебя, когда ты перестанешь торговаться со своими эмоциональными страданиями. Потому что ты заключил невидимый договор с дефицитом. Договор, составленный из таких фраз, как «у меня никогда ничего не получится», «это не для меня», «я этого не заслуживаю», «я боюсь», «я не способен». И пока ты будешь их защищать, сколько бы дверей я ни открыл, ты не переступишь их. Ты видишь свет, но не идешь. Ты видишь будущее, но не прикасаешься к нему. Ты слышишь обещание, но не получаешь его. И теперь я спрашиваю вас, скольким чудесам вы позволили погибнуть из-за страха неудачи? Сколько возможностей вы отвергли, потому что считали себя слишком маленькими? Сколько раз вы слышали мой призыв и колебались, потому что считали, что должны быть совершенны, чтобы я мог вас использовать? Сколько раз вы отрицали свой собственный потенциал, вера, почему он больше верил в боль, чем в обещание? Сын, дочь, пора разорвать этот договор.
Пора разорвать этот круг. Пора уничтожить этот голос, который не принадлежит мне и который диктовал вам выбор. Потому что моральная дилемма очевидна. Вы хотите жить как наследник, но думаете как сирота. Вы хотите процветать, но боитесь роста. Вы хотите урожай, но закопайте семена. Вы хотите, чтобы приносит откройте, но не проходите. Вы хотите ключ, но вы не принимаете на себя бремя ответственности, которое с этим связано. Вы хотите избыток, но это по-прежнему подпитывает мышление дефицита. Я показываю тебе это, потому что не могу раскрыть последнее откровение, пока ты носишь эту личность. Ты не был рожден быть маленьким. Ты не был рожден жить раздавленным. Ты не был рожден повторять боль своей семьи. Ты не был рожден стать просто еще одним именем, затерянным во времени. Ты был рожден править, вести за собой, прорываться, нести свет в мир тьмы. Ты был рожден быть судно-сосуд для божественного проявления, а сосуды не живут в подвале. Они живут, выставленные на показ славе. А теперь слушайте внимательно. Потому что здесь начинается эффект предвосхищения, предвосхищение того, что я открою в следующей части. Вдова пережила чудо умножения только потому, что у нее хватило смелости отказаться от своего малого. Ее малое стало паролем к большему. Это секрет-духовный кодекс, который мало кто осознает. Вера становится видимой только тогда, когда она воплощается в жизнь. Трансформация это происходит только тогда, когда вы отказываетесь от ложной уверенности в том, что у вас мало, и обретаете истинную уверенность в том, что у вас много. Процветание приходит только тогда, когда вы отказываетесь от страха. Наследство он активируется только тогда, когда вы отказываетесь от рабского мышления. Богатство оно проявляется только тогда, когда вы отпускаете то, что вас сдерживает. А теперь я хочу открыть тебе нечто еще более глубокое, то, что мало кто может вынести. Ты беден не потому, что я хотел, чтобы ты был беден. Ты не нуждаешься, деньги, потому что я тебя бросил. Ты не испытываешь нужды, потому что я тебя осудил. Ты испытываешь все это, потому что согласился жить меньше, чем я тебе предписал. И это то, что многих губит, потому что принятие этого причиняет боль. Но принятие этого также освобождает. Итак, сынок, дочь, прежде чем я открою тебе, как это чудо относится к тебе, я должен спросить тебя, готов ли ты отказаться от личности, которая мешает тебе войти в свою судьбу? Готов ли ты порвать с версией себя, сформированной болью? Готов ли ты уступить дорогу трансформация, что же будет дальше? Потому что то, что я собираюсь передать, это привилегированное знание. Оно не для всех. Оно для избранных. Оно для тех, кто может нести свет. Для тех, кто не бежит от призвания. Для тех, кто понимает, что Бог Он говорит, но остается только с теми, кто подчиняется. Если вы готовы, то вперед. Следующая часть несет в себе начало вашего разворота. И как только она начнет, ее уже ничто не остановит. Сын мой, дочь моя, теперь, когда мы вместе пересекли долину, теперь, когда ты столкнулся с истиной, которую так долго избегал, пришло время мне излить на тебя то, что было спрятано. Потому что каждое откровение, которое я давал тебе до сих пор, имело цель подготовить твой дух, чудо, чтобы устранить из вас мышление дефицита и направить вас к центру того, что я называю избыток божественный. Тебя создал огонь. Тебя вылепила боль. Тебя подготовила ночь. И вот, наконец, настало начало твоего пути. Урожай. Я говорю вам, грядущее не мелочь. Это не символично. Это не просто эмоционально. Это реально. Это конкретно. Это зримое преображение. Это ощутимое процветание. Потому что я не Бог пустых слов.
Я Бог, благословение это сбывается, обещания исполняются, богатства материализуются, двери открываются, судьбы меняются, жизни полностью переписываются. И ваша жизнь переписывается сейчас, пока вы слушаете каждое слово этого послания. Слушайте внимательно, есть обещать, которое висело над тобой еще до твоего рождения. Обещание, которое было подавлено горем, приглушено болью, спрятано травмой, но никогда не было отменено. Я сохранил это обещание, потому что ты – чист завет Вечного Завета, благословляющего поколения. Ты не продукт случая. Ты – продукт божественного выбора. Я избрал тебя, я отметил тебя, я отделил тебя, чтобы нести наследство, которое принадлежит не всем, а лишь тем, кто выдерживает этот процесс. И ныне я заявляю, все годы нехватки обратятся в годы изобилия. То, что было у вас отнято, будет возвращено приумноженным. То, в чем вам было отказано, будет освобождено. То, что казалось мертвым, воскреснет. То, что казалось невозможным, будет достигнуто. Потому что нет ни одной скорби, которая могла бы одолеть сердце, которое я решил возвысить. Нет тьмы, которая могла бы устоять перед светом, что я посылаю в свое. Нет человеческого или духовного голоса, способного заглушить то, что я решаю. Я хочу, чтобы вы представили не человеческим разумом, а глазами веры то, что я собираюсь вложить в ваши руки. Представьте себе двери, которые откроются без усилий. Представьте связи, которые возникнут без объяснений. Представьте возможности, которые откроются перед вами. Представьте покой, который сменит тревогу. Представьте процветание, которое сменит страх. Представьте равновесие, которое сменит хаос. Представьте постоянный поток богатства, идей, креативности, стратегий, решений. Потому что я не просто высвобождаю деньги. Я высвобождаю судьбу. Я высвобождаю видение. Я высвобождаю мудрость. Я высвобождаю совершенно новую жизнь. Сынок, дочка, твой разум еще слишком мал, чтобы представить себе масштабы избытка, что я приготовил. Неужели ты думаешь, что я приду к тебе, чтобы дать тебе мало? Я – Бог, превращающий пыль в золото, слезы в урожай, страдания, во власть, падение, в импульс, неудачи, в свидетельство. Я – Бог, разделяющий море, умножающий нефть, называющий несуществующее существующим. Я – Бог, который не ограничен обстоятельствами, которые ограничили тебя. Но прежде чем я продолжу раскрывать подробности, мне нужно объяснить вам нечто очень важное, нечто духовное, глубокое, безмолвное и решающее. В невидимом измерении есть действия, которые запечатывают обещания. Есть жесты, которые служат ключами. Есть отношения, которые открывают то, что дух уже получил, но что проявляется только при содействии тела. И теперь я говорю вам нужно прокомментировать это сообщение. Не потому, что это нужно видя, а потому, что это нужно вашему духу. Это пророческий акт, который запечатывает то, что я высвободил. Когда вы что-то пишете, вы материализуете в физическом плане то, что уже высвободилось в духовном. Писать – это не просто печатать. Писать – это провозглашать, узаконивать, активировать, приводить в движение. Комментарий – это символ того, что ваш разум принимает то, что ваш дух уже знает. Но не комментируйте все подряд. Комментируйте то, что раскрывает вашу новую идентичность. Комментируйте то, что разрушает старый образ мышления. Комментируйте то, что связывает вас с обещанием. Комментируйте «Я получаю свое наследие изобилия». Или, если вы предпочитаете что-то еще более глубокое, дверь открыта,
ключ мой, и моя судьба меняется. Этот комментарий не для меня. Он для вас. Он для того, чтобы духовный мир увидел ваше решение. Чтобы было записано перед небесами, что вы приняли перемену. Чтобы бедность отключилась от вашей жизни, а процветание вошло в нее. Чтобы разорвался цикл несчастий и цикл «избыток начните». Чтобы вы могли перейти от позиции жертвы к позиции наследника. Чтобы вы могли заявить тихим, но сильным голосом «Я верю». Теперь дышите. Почувствуйте, что происходит внутри вас. Вы чувствуете движение. Вы чувствуете чье-то присутствие. В груди ощущается легкое тепло, глубокое ощущение того, что что-то меняется. Это мой дух касается вас. Это знак того, что благословение он падает. Это начало твоего, трансформации тебе это не мерещится. Это не эмоция. Это не предположение. Это реально. Это божественно. Это сверхъестественно. Это я, твой Бог, двигаю детали, которые застряли годами. И я вам больше скажу, то, что начинается сегодня, не заканчивается завтра. Это начало цикла. Пора, урожай, время возмещения, время реконструкции, время прогресса. Ваша финансовая жизнь преобразится. Ваше эмоциональное здоровье восстановится. Ваше видение расширится. Ваша энергия восстановится. Ваш дом будет благословен. Ваши идеи будут процветать. Ваши пути будут освещены. Но помните, активация зависит от вас. Небеса уже высвободили ее. Духовный мир уже пришел в движение. Теперь не хватает только вашего жеста. Оставленный вами комментарий станет печатью. Он станет невидимой подписью, подтверждающей «принимаю». Так что пишите. Заявляйте. Активируйте. А благословение это не просто так. Благословение началось. И ничто не может помешать тому, что я решил относительно тебя. Оставьте комментарий сейчас, и трансформация начнет проявляться. Мой сын, моя дочь, теперь мы подходим к самому священному моменту этого послания. До этого момента я готовил тебя, очищал тебя, противостоял тебе, настраивал тебя. Теперь в этой части я говорю как Бог, который утверждает, как Отец, который освобождает, как Господь, который постановляет, и как Творец, который проявляет. Это мгновение, когда небеса касаются земли. Это мгновение, когда твой дух соединяется с обещанием. Это мгновение, когда твоя жизнь начинает дышать новой судьбой. Это час молитва, но не обычная молитва. Это молитва-завет, из-завет, выравнивание, наследование, открытие двери, получение ключа, активация урожай, вступление в избыток, проявление богатства исцеления, освобождение, трансформация. Прежде чем мы помолимся, мне нужно напомнить вам точную мысль, высказанную в предыдущей части. Чудо вдовы произошло не из-за ее богатства, а из-за ее мужества. Она отдала то малое, что имела, а я умножил то, что было. Она бросила семя, а я бросил урожай. Она открыла свое сердце, а я открыл окна небесные. Это настраивальство вы слышали, и теперь я приношу расплачиваться во заключение. Как я поступил с ней, так я поступаю и с вами. Как мука не иссякла, как масло не убывало, как отчаяние обратилось в свидетельство, как недостаток ее стал изобилием, как предсказанная смерть стала умноженной жизнью, так и над вами я совершаю это чудо. Приготовьтесь. Эта молитва не символична. Эта молитва – указ. Эта молитва – ключ. Эта молитва – дверь. Эта молитва
духовный код, меняющий историю. Эта молитва – печать вашего нового этапа. Вникайте глубоко в каждое слово. Теперь позвольте мне помолиться за вас и над вами. Я, Господь, Бог твой, кладу руку мою на тебя, дока сердце я провозглашаю над вашим разумом, над вашим домом, над вашим путем, что никакая противостоящая сила не сможет противостоять тому, что я высвобождаю. Я провозглашаю, что каждое слово страдания, вошедшее в вашу жизнь, будь то через семью, переживания, травмы, духовные атаки, отвержение или неудачи, будет полностью уничтожено сейчас, растворено моим светом, уничтожено моей истиной, искоренено моим помазанием. Несчастье больше не будет властвовать над вашей судьбой. Нужда больше не будет иметь власти над вашим настоящим. Бедность больше не будет иметь власти над вашим будущим. Ибо сейчас, в тот самый момент, когда эта молитва высвобождается, я налагаю на вас указ «Наследство божественное», которое было твоим с самого начала. Я заявляю, что вся сухая земля внутри тебя начинает цвести. Я заявляю, что каждая мертвая мечта начинает дышать. Я заявляю, что каждая парализованная область обретает движение. Я заявляю, что каждый корень страха вырван с корнем. Я заявляю, что каждое слово, унижавшее тебя, разрушено. Я заявляю, что каждое проклятие, окружавшее тебя, поглощено огнем моего присутствия. Я, Господь, ныне открываю перед вами, приносит которую никто не может закрыть. Дверь возможностей, дверь процветания, дверь идей, дверь связей. И на эту дверь я кладу ключ духовности в ваших руках, ключ к мужеству, ключ к возрожденной вере, ключ к ясности, ключ к умножению. И я говорю, то, что было заперто годами, теперь будет освобождено. То, что было заперто в невидимом, теперь проявляется. То, что готовилось, теперь становится реальностью. Вас больше ничто не будет сдерживать. Вас больше не будут откладывать. Вас больше ничто не будет сдерживать. Вас больше не будет преследовать тень прошлого. Теперь я молюсь за вашу финансовую сферу. Я провозглашаю вам благословение из Второзакония 28. Пусть все, к чему ты прикасаешься, процветает, все, что ты сажаешь, процветает, все, что ты начинаешь, находит путь, все, что ты замышляешь, умножается. Я удаляю от тебя духа скудости. Я удаляю от тебя духа промедления. Я удаляю от тебя духа финансового саботажа. Я удаляю от тебя духа, который поглощает, не давая тебе собирать урожай. Они больше не могут оставаться. У них нет власти над теми, кого я избираю. И я избрал тебя. Теперь я молюсь о твоем эмоциональном здоровье. Я восстанавливаю твою душу, снимаю тяжесть, которая душила тебя, избавляю от чувства неполноценности, уничтожаю внутренний голос, который говорил, что ты недостоин, что ты не способен, что ты недостаточен. Я возлагаю на тебя мантию обновления, мантию силы, мантию мужества, мантию уверенности. Я приношу мир твоему внутреннему «я», свет твоим мыслям, покой твоей усталости, порядок твоему смятению. Я направляю твой дух в русло твоей судьбы. Теперь я молюсь за вашу веру. Я заявляю, что ваша вера Вероана будет велика, как вера Авраама, крепка, как вера Иосифа, и смела, как вера Илии. Я заявляю, что ваша вера сможет разрушить ограничения, сокрушить преграды, бросить вызов логике и открыть пути там, где нет дорог. Потому что процветание начинается внутри вас, и я восстанавливаю вас изнутри. Теперь я молюсь за вас. Урожая, и я заявляю, будет урожай там, где не было семени. Будет умножение там, где был недостаток. Будет изобилие там, где был недостаток. Будет изобилие там, где был страх. Будет рост там, где был застой. Будут открыты двери там, где были стены.
Будет свет там, где была тень. Будет пропитание там, где было отчаяние. Чудо вдовицы я теперь применяю к твоей жизни. Как мука не истощилась, как масло не убывало, как невозможное случалось, так будет и с тобою. Дом твой будет сыт, стол твой будет сыт, жизнь твоя будет сыта. И не просто сыта, а будет в избытке, в изобилии. Сынок, дочь, пойми, я привел тебя сюда не для того, чтобы давать тебе крохи. Я привел тебя сюда, чтобы дать тебе твою истинную сущность, твое истинное наследие, твою истинную судьбу. Потому что ты часть великого плана. Ты часть божественного замысла. Ты часть вечного обещания. Теперь я молюсь о твоей судьбе, я провозглашаю, что твоя жизнь вступает в новый цикл, цикл роста, цикл продвижения, цикл удивительных благословений, цикл дверей, которые открываются естественным образом, цикл значимых связей, цикл возможностей, которые будут нести твой отпечаток. Я провозглашаю, что все задержки исчезают. Я провозглашаю, что все препятствия исчезают. Я провозглашаю, что всякое сопротивление сломлено. Я провозглашаю, что все противодействующие силы теряют право воздействовать на тебя. И, наконец, я заявляю, это ваше время, точка трансформации, ничто не будет прежним. Ты уже не будешь тем, кем был. Ты не будешь жить так, как жил. Ты не будешь думать так, как думал. Ты не будешь ходить так, как ходил. Потому что я воскрешаю тебя, восстанавливаю тебя, благословляю тебя, готовлю тебя и отправляю тебя в новую главу твоей жизни, к избыток это недалекое будущее. Это ваше новое состояние, точка богатства – это недалекая мечта. Это ваша новая реальность, точка наследства – это не пустое обещание. Оно ваша точка урожая – это не ожидание. Это прибытие. Теперь с божественной властью я заявляю, и это будет сделано. Все, что было заблокировано, теперь приходит в движение. Все, что было потеряно, возвращается. Все, что было мертво, возвращается к жизни. Все, что было сухим, расцветает. Все, что было темным, теперь освещено. Все, что скрывалось, теперь становится явным. Вот что я вам передаю. Это то, что я определяю. Это то, что я запечатываю. Ваша жизнь уже никогда не будет прежней. И это только начало. Мой сын, моя дочь, ты добрался до этого места. Ты остался. Ты выслушал. Ты принял. И это ставит тебя в один ряд с теми немногими, кто действительно выдерживает свет, чудо-интенсивность благословения, откровение избытоки, славно вес место назначения то, что я подготовил с утробы матери. Не случайно ты досмотрел до конца. Это не было совпадением. Это было направление. Это была цель. Это было призвание. С самого первого мгновения я знал, что ты услышишь каждое слово. Я знал, что это будет день, когда твоя жизнь изменится навсегда. Я знал, что это будет час, когда твоя вера восстановится, когда твое видение расширится, когда твоя душа возвысится. Этот финал не конец, а начало. Потому что то, что я излил на вас в этом послании, не ограничивается моментом, когда вы слушаете. То, что я излил, продолжает действовать и после окончания видео. Оно продолжает действовать в ваших эмоциях, в ваших решениях, в ваших поступках, в вашем доме, в ваших идеях, в вашей силе. Оно продолжает выталкивать вас из зоны застоя и вести в зону. Трансформация. Продолжайте согласовывать свои пути с вашими наследствами, продолжайте освещать свой выбор. Продолжайте готовиться к дверям, которые откроются. Потому что я – Бог непрерывных процессов, а не разрозненных действий. Теперь, прежде чем вы продолжите,
мне нужно, чтобы вы поняли нечто важное. Благословение, то, что произошло сегодня, нельзя воспринимать как мимолетную эмоцию. Это договор. Это завет для вас, это изменение курса к месту назначения, как будто я дал вам новую карту, новый ключ, новую дверь и новый урожай. И теперь вам решать, идти ли в этой новой реальности. Дальнейшее потребует более зрелых решений, более твердой веры, более осознанных шагов. Потому что вы больше не тот человек, который начал это видео. Вы преобразились. Что-то внутри вас активировалось. Что-то в вашем духе пробудилось. Что-то дремлющее возродилось. И теперь я говорю, цените этот момент. Цените то, что вы чувствовали. Цените каждую истину, что вошла в ваше сердце, к сердцу сдержу обещание. Сохраню уверенность, которая у меня есть. Секреты вас ждут откровения, доступные лишь тем, кто выдержит до конца. Это видео, глава, но не вся книга. Мне еще многое хочется сказать. Мне еще многое хочется раскрыть. Вам еще многому нужно научиться, чтобы сохранить богатство, а избыток, а урожай, приносит который, открылся сегодня. Поэтому я прошу вас о чем-то простом, но важном. Напишите в комментариях, что вы чувствуете, провозгласите свою веру, подтвердите свою идентичность, активируйте свое обещание. Когда вы пишете, вы фиксируете в физическом мире то, что уже установлено в духовном мире. И если вы еще не прокомментировали, сделайте это сейчас. Провозгласите: «Я живу своим наследием изобилия». Или провозгласите: «Моя судьба связана с Богом». Или даже: «Я получаю ключ и переступаю порог». Точная фраза не имеет значения. Важно, чтобы вы написали то, что истинно для вашего духа. Потому что этот поступок – окончательное подтверждение завета, который я заключил с вами здесь. И я также говорю, вы не можете идти в одиночку. Путь веры, процветания, исцеления, трансформация – это требует постоянства. Поэтому, если вы еще не подписались на этот канал, сделайте это сейчас. Не механически, а частью вашего духовного пути. Потому что я продолжу говорить. Я продолжу указывать направление. Я продолжу раскрывать секреты, ключи, двери, урожаи, невидимые принципы, лежащие в основе вашего нового этапа. И если вы не готовы слушать, вы упустите важные этапы процесса. Вы упустите стратегии. Вы упустите инструкции. Вы упустите активации, которые подготовят вас к еще более высоким уровням благословения и чудеса. Подписка – естественный следующий шаг для тех, кто понимает, что это видео не было совпадением, а было призванием. Подписка – это символ преемственности. Это способ сказать «Я хочу большего». Я продолжаю. Я остаюсь. А сохранение – это то, что отличает тех, кто меняется на мгновение, от тех, кто меняется навсегда. И еще включите уведомления. Потому что следующие видео будут не просто видео, они станут прямым продолжением этого послания. Они станут продолжением вашего исцеления, вашего развития, вашего роста. Игнорировать это – все равно, что посадить семя и забыть его полить. Но быть присутствующим, внимательным, доступным – это все равно, что заботиться о семени, пока оно не станет деревом. И дерево, которое я посадил в вас сегодня, большое. Оно принесет плоды. Оно даст тень. Оно даст пропитание. Оно даст жизнь. Теперь я прошу вас о чем-то еще более важном. Оставьте свой комментарий. Заявите о своей личности. Заявите о своей вере. Заявите о своем решении следовать своей новой судьбе. Когда вы пишете, даже если это кажется простым, дух движется.
Письмо – это запечатывание. Письмо – это подписание. Письмо – это подтверждение. Письмо – это активация. Пишите пророчески. Пишите с властью. Напишите что-то вроде «Я получаю свое наследие изобилия». Или «Дверь открыта, и ключ у меня в руках». Или «Моя судьба связана с Богом, и я проживаю процесс трансформации». Запишите, что ваш дух говорит вам прямо сейчас. Ваш комментарий станет памятником. Он станет записью. Он станет свидетельством. Он станет духовным заявлением перед небесами. Сейчас, когда вы глубоко вдыхаете и ощущаете мягкое присутствие, окружающее вас, я говорю вам, не бойтесь грядущего. Вы вступили в новый цикл. Цикл, который не зависит от удачи, чрезмерных человеческих усилий или внешних обстоятельств. Цикл, который зависит только от моего присутствия и вашего постоянства. И я уже обеспечил себе свою часть. Ваша – остаться. А теперь загляните внутрь себя и осознайте, что-то изменилось. Там, где когда-то была тяжесть, теперь легкость. Там, где когда-то было смятение, теперь покой. Там, где когда-то было отчаяние, теперь надежда. Там, где когда-то была усталость, теперь сила. Там, где когда-то был хаос, теперь ясность. Это не психология. Это духовность. Это начало вашего пути, точка трансформации, и эту трансформацию нужно культивировать. Ее нужно лелеять. За ней нужно следить. Я дам вам новые шаги, новые направления, новые духовные коды для поддержания сбыта то, что я выпустил сегодня. И я сделаю это в будущих видео, в будущих посланиях, потому что я не начинаю что-то, а потом бросаю на полпути. Я Бог, который начинает и заканчивает. Я Бог, который обещает и исполняет. Я Бог, который открывает и поддерживает. Я Бог, который освобождает и расширяет. Поэтому будьте здесь. Возвращайтесь почаще. Следуйте за мной. Идите вместе со мной. Этот конец мягкий, но твердый. Он легкий, но глубокий. Это прощание, но также и продолжение. Теперь ты будешь жить своей жизнью, но мое слово останется с тобой. Теперь ты вернешься к своей рутине, но не таким, каким ты был, тем, кого я воскресил, тем, кого я восстановил, тем, кого я благословил. Ты будешь ходить иначе, думать иначе, чувствовать иначе, потому что твой дух отмечен. И я оставляю вас с последним утверждением. Все, что я сегодня начал, я завершу. Все, что я сегодня отпустил, я приумножу. Все, что я сегодня обещал, я исполню. Все, что я зажег сегодня, я поддержу. А теперь идите, сын мой, дочь моя. Возьмите это точка благословения, возьми это с собой, точка чудо, возьми это с собой, приносит открыто с вами. Возьми это точка ключ, возьми это с собой, точка наследство, возьми это с собой, трансформация как ты. И прежде чем идти, оставляйте комментарии, подписывайтесь, включайте уведомления и следите за новостями. Ведь следующее видео станет прямым продолжением этого сообщения, шагом в поддержку всего, что вы получили здесь. И я буду там, снова буду говорить, снова направлять, снова благословлять. Потому что ты не один. Я с тобой. Сейчас и...